В зимний период стоит поговорить о гриппе, вирусном заболевании, с которым, я уверен, сталкивался каждый. Здравствуйте, мои хорошие! Любой человек сталкивался с заболеванием, причиной которого является вирус гриппа, и не понаслышке знает неприятное состояние, заставляющее провести несколько дней в постели. Человечеству эта болезнь известна с древних времен. Первые упоминания о гриппоподобном состоянии можно найти в работах отца медицины Гиппократа. Существует множество теорий, объясняющих происхождение названия грипп. Первая связывает его с латинским словом «гриппер», что переводится как «захват». Вторая считает, что название болезни происходит от русского слова «хрип», которое распространилось в европейские языки во время Семилетней войны и стало обозначать не отдельный симптом, а болезнь целиком. Третья утверждает, что название «грипп» придумали французские солдаты в 1914 году на полях Первой мировой войны. Наиболее страшной пандемией гриппа, которую перенесло человечество, считается пандемия испанского гриппа 1918-1919 годов, унесшая по подсчетам историков до 100 миллионов человек по всему земному шару. Эпидемия началась в последние месяцы Первой мировой войны и быстро затмила это крупнейшее кровопролитие по масштабу жертв. Еще несколько раз пандемии гриппа сотрясали человечество в 20-м столетии. С 1957 по 1958 год азиатский грипп унес жизни 70 тысяч. А конец 60-х годов запомнился гонконгским гриппом, от пандемии которого пострадало около 40 тысяч человек. Начало 2000-х ознаменовало появление новых штаммов вируса. В 2003 году мировые издания облетело известие об обнаружении птичьего гриппа, передающегося людям от пернатых, смертность от которого составила 60%. 11 июня 2009 года Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии свиного гриппа, о первой пандемии гриппа за последние 40 лет. Среди всех инфекционных заболеваний грипп занимает первое место в мире по частоте и количеству случаев. Ежегодно по всей планете им болеет около полумиллиарда человек. Если говорить о России, то здесь эта цифра может достигать 50 миллионов. 2016 год не стал исключением. В настоящий момент зафиксирован серьезный рост заболеваемости гриппом, особенно в южных регионах – Волгоградской, Ростовской области и Краснодарский край, где эпидемический порог по гриппу уже превышен на 60%. Отмечена наибольшая активность таких штаммов вируса, как H1N1, который является подтипом так разрекламированного свиного гриппа, и H3N2. Данный подтип стал известен только с 2014 года и пока недостаточно изучен. Эти данные дают возможность уверенно спрогнозировать начало эпидемии гриппа по всей России в ближайшие 2-3 недели. Что же представляет из себя вирус гриппа? Вирус гриппа относится к семейству ортомиксовирусов, которое включает в себя 3 вида – А, Б и С. А встречается у птиц и животных, Б только у человека, С у человека, свиньи, собаки. Форма вируса сферическая, а размером он около 100 нанометров. На поверхности вирус имеет отростки – вирусные белки-антигены. Всего обнаружено 2 вида антигенов, обозначаемых буквами H и N. А в настоящий момент науке известно 15 подтипов H и 9 подтипов N антигенов вируса. Именно в соответствии с наличием того или иного вида антигенов и происходит классификация вируса гриппа. К примеру, птичий грипп имеет обозначение H5N1, а свиной H1N1. Важнейшей функцией белка H является способность прикреплять вирус к клеткам верхних дыхательных путей – полость носа, носоглотка, трахея. Белок N, в свою очередь, облегчает выход новых вирусов после размножения из зараженной клетки. Процесс заражения гриппом происходит достаточно просто. Источником заражения является больной человек, выделяющий вирус с кашлем или чиханием. Попав в здоровый организм человека, вирус внедряется в клетки слизистых оболочек носоглотки и верхних дыхательных путей, где за счет внутренних ресурсов захваченной клетки и осуществляется его размножение. Спустя примерно 5 часов происходит выход образовавшихся вирусов из клетки, а сама клетка погибает.
что провоцирует иммунную систему уже заболевшего человека отправить в это место лейкоциты, лимфоциты и макрофаги, дабы защитить организм от распространения инфекций. У каждой из этих клеток своя важная функция в борьбе с вирусами. Первыми, кто пытается обезвредить вирусы, являются макрофаги, оказавшиеся раньше всех на месте прорыва. Подоспевшие лейкоциты начинают вырабатывать специфические белки – интерфероны, которые склеивают вирусы, лишая возможности передвижения по организму. И последними на место битвы подходит тяжелая артиллерия – Т-лимфоциты, способные убивать собственные клетки организма, зараженные вирусом. В результате такой бурной деятельности иммунных клеток образуется масса веществ, благодаря действию которых и развиваются знакомые всем нам симптомы гриппа. Симптомы гриппа обычно появляются на первый-третий день после заражения. Начинается болезнь, как правило, внезапно. Типичным ее проявлением является высокая температура, достигая 38-40 градусов Цельсия, озноб, кашель, боли в мышцах и суставах, головная боль, сильная слабость, а также боль в глазах и светобоязнь. В свою очередь, симптомами поражения дыхательных путей являются першение в горле, сухой кашель, соднение за грудиной, осиплость голоса. Лихорадочный период обычно протекает в течение 2-4 дней, а полностью с болезнью организм справляется максимум на 10-е сутки. Но это при условии, что заболевание проходит без осложнений, которые и представляют самую большую опасность. Лечение легких и средних форм заболеваний гриппом возможно в домашних условиях. Но в случае подозрения на грипп обязательно нужно вызвать терапевта на дом, который поставит точный диагноз и составит план лечения. В период болезни необходимо неукоснительно соблюдать постельный режим. Больного следует тепло укрыть, дать ему горячее питье с малиной, медом, липовым цветом для усиления потоотделения, горячее молоко с боржомом, отхаркивающие средства. Обильное питье – одно из самых главных условий лечения. Диета должна быть легко усвояемой и калорийной. При отсутствии аппетита для восстановления сил напоите больного нежирным куриным бульоном. Также в процессе лечения рекомендуется применять ингаляции с эвкалиптом, кожурой картофеля или содой. Хороший эффект оказывают теплые ванны для ног с горчицей, с последующим растиранием их разогревающим кремом, при условии, если нет высокой температуры. Важно знать, что вирус гриппа начинает погибать при температуре 38 градусов Цельсия, и повышение температуры тела во время гриппа является естественной защитной реакцией организма на вирус, поэтому не нужно намеренно пытаться ее понизить. Принудительное снижение температуры тела необходимо применять лишь в том случае, когда она начинает превышать 38,5 градусов для взрослых и 38 градусов для детей. Все лица, ухаживающие за больным, для защиты от возможного заражения обязательно должны пользоваться масками для лица или четырехслойными марлевыми повязками. А для уменьшения содержания вирусов в воздухе в комнате, где находится больной, необходимо ежедневно производить влажную уборку и 2 раза в день проветривать помещение. Применение антибиотиков при лечении гриппа не приносит никакого эффекта, равно как и при лечении других вирусных заболеваний, и назначается только при возникновении бактериальных осложнений. Что касается лечения уже заболевшего человека противовирусными препаратами, то, к большому сожалению, настоящих противовирусных средств пока не существует, так как они еще до сих пор не открыты наукой. И причина здесь в том, что, проникнув в клетку организма, вирус как бы сливается с ней, начиная процесс размножения. Другими словами, вирусы прикрываются клетками хозяина как щитом. На современном этапе развития медицины убить вирус, который уже попал в клетку организма, можно только вместе с клеткой. В тот момент, когда произойдет прорыв медицины в этой области, мы сразу же сможем избавиться от таких смертельных вирусных болезней, как СПИД и гепатит С. Большинство из того, что навязывает нам телевизионная реклама, это банальные пустышки или препараты с недоказанной эффективностью и непонятным действием. По-настоящему эффективных противовирусных препаратов существует крайне мало, и используются данные препараты только при наличии гриппа у людей с ослабленным иммунитетом или при очень тяжелом течении заболевания, ввиду большого количества побочных действий и сложности их применения. И в завершении хочется сказать несколько слов о так пугающем многих H1N1 или свином гриппе.
По своим симптомам свиной грипп похож на симптомы сезонного гриппа, однако в случае осложнений он способен вызвать серьезные заболевания легких. У больных свиным гриппом, как правило, наблюдается лихорадка, сопровождаемая высокой температурой, выше 38 градусов, и ознобом, другие возможные симптомы, расстройство работы органов пищеварения, проявляющиеся диареей или рвотой, насморк, боль в горле, одышка и сухой кашель, боли в мышцах и суставах, слезотечение, боль за грудиной, повышенная потливость, слабость во всем теле. Если вы подозреваете, что заражены свиным гриппом, безотлагательно вызовите врача на дом. Лечение неосложненного свиного гриппа проходит дома и ничем не отличается от описанной выше схемы лечения. Не злоупотребляйте жаропонижающими, пейте больше жидкости и следуйте всем предписаниям лечащего врача. Вирус свиного гриппа при своевременном обращении к врачу лечится хорошо и без осложнений. В большинстве случаев выздоровление наступает в течение недели. А вот летальные исходы, о которых наперебой любят сообщать средства массовой информации, почти в 100% случаев происходили вследствие отсутствия должного лечения или позднего обращения за медицинской помощью. Лучшая профилактика гриппа, помимо укрепления иммунитета и вакцинации в начале или середине осени, это постараться избегать большого скопления людей, а также использование в общественных местах маски или ватно-марлевой повязки. Помимо этого, рекомендуется включить в рацион своего питания овощи и фрукты, богатые витаминами. Если нет противопоказаний по состоянию здоровья, возьмите за правило кушать ежедневно за ужином 2-3 зубчика чеснока. Подписывайтесь на канал, пишите свои вопросы и предложения, не болейте, здоровья вам!